Мне стало интересно, сколько электриков в мире умеет настраивать Modbus RTU. И как оказалось, немного. Всего лишь 5-10% от общего числа. А что если я вам скажу, что настраивать Modbus на самом деле не так уж сложно? Если вы искренне желаете этому научиться, досмотрите видео до конца. Гарантировать не могу, но постараюсь объяснить максимально доступно. С чего начнем? Начнем сразу с практики. Ничто не укрепляет и не мотивирует сильнее, чем сразу увиденный результат. Подключаем контакты А и Б к преобразователю RS485 к соответствующим контактам. Устанавливаем драйвер преобразователя, после чего он появляется в диспетчере устройств с номером COM-порта. Далее открываем AvenLogic и настраиваем адрес интерфейса. Загружаем простенькую программу. Когда на первый вход подаем команду, включается первый, второй и четвертый выход. Открываем Modbus Pool, устанавливаем точно такие же параметры сети, нажимаем ОК. Задаем адрес устройства и количество регистров. Пускай будет единица. На PR-ке зажимаем Alt. Заходим в состояние дискретных выходов. Включаем первый вход и, как видно по сети Modbus RTU, можно наблюдать за состоянием выходов PR-ки. Вот таким образом за 3 шага можно настроить связь. Да, выглядит легко и непринужденно, если знать, куда кликать мышкой. Главное знать, куда кликать. Из чего состоят эти знания? Первое. Основы протокола Modbus. Второе. Руководство пользователя на прибор. И все. Ну что ж. Основы Modbus. Modbus — это протокол коммуникации. RS485 — это интерфейс. Новые словечки. Что это такое протокол? Интерфейс. Если очень упрощенно, это язык и способ общения устройств между собой. Разбираем Modbus. Есть правила, по которым 2 устройства договорились передавать информацию друг другу. Какие правила? Спрашивать может только один. Того все другие назовут мастером. Отвечать мастеру смогут до 250 устройств, которые будут в режиме Slave. Таким образом, из 2 устройств один будет мастером, а другое Slave. Сейчас не про ролевые игры. Скорость, четность, число бит — это параметры сети, должны быть одинаковы для обоих устройств, иначе не смогут общаться, по крайней мере, нормально общаться. 50% знаний вы уже знаете. Осталось чуток. Открываем инструкцию для устройства. В нем написаны, в какие ячейки памяти будут записаны состояния входов и выходов PR200. Эта таблица называется карта регистров. Регистр — это адрес ячейки памяти, в которой записывается значение или читается из него. Каждое устройство и PLK сами определяют, какие регистры доступны по сети Modbus. На примере PR200 производитель оставил регистры в режиме Slave, начиная с 512 адреса в десятичном формате, в который можно записать данные для передачи по Modbus. Представьте эти ячейки памяти как сидение на автобусе. Водителю автобуса приходит запрос обойти все сидения, посчитать данные, которые находятся там, и отправить внутри ответа на запрос. Мастер получает ответ, в котором каждый регистр имеет адрес и какое-то значение по этому адресу. Понятно, что пассажиры приходят и уходят, и поэтому циклично мастеру необходимо опрашивать устройство по сети. Представьте, что теперь имеем 3 автобуса. Мастер по сети отправляет запрос первому устройству водителю. Водитель идет в кабину, обходит все сидения и направляет ответ на запрос. И таким образом мастер опрашивает каждого водителя. Еще 2 момента, которые необходимо знать и понимать. Это период опроса и тайм-аут ответа. Грубо говоря, период опроса — это время, за которое мастер должен вернуться к тому же slave, который уже опрашивал. Тайм-аут ответа — это время, за которое slave должен успеть ответить. Если этого не произойдет, то система выдаст ошибку. И последний штрих — правила и ограничения при настройке. Слишком частый опрос, а период меньше времени ответа. Если вы установите период 20 миллисекунд, а устройство физически отвечает за 40 миллисекунд,
Линия забьется ошибками или мастер начинает фиксировать тайм-ауты. Правило. Период опроса всегда должен быть больше, чем суммарное время. Запрос плюс обработка, плюс ответ, плюс пауза 3,5 символа. Второе правило – время опроса растет пропорционально числу слейв-устройств. Если на одной линии висит 30 датчиков, и каждый опрашивается по очереди за 50 миллисекунд, то полный цикл обновления данных для первого датчика займет не менее 30 умножаем на 50, 1500 миллисекунд. Соответственно, ставить период опроса 500 миллисекунд в такой конфигурации бессмысленно. Тайм-аут ответа – это время, которое мастер ждет ответа от слейва перед тем, как признать это устройство отвалившимся. Обычно тайм-аут настраивается в пределах 100-500 миллисекунд. Период опроса при нормальной работе должен превышать время ожидания тайм-аута, чтобы система успевала обрабатывать единичные сбои без накопления очереди запросов. Раз теоретическую часть уже поняли, давайте по пунктам пройдемся практическую часть. Так, слева у нас Modbus Poll, справа программа OvenLogic. Нажимаем настройку, заходим в интерфейсы. Слот 1. Можно выбрать либо Slave, либо Master. Скорость в большинстве случаев используется 9600 либо 115200. Оставим 115200. Четность можно выбрать нетчет. Число бит 1, биты данных 8. Интервал между запросами тут в режиме Slave не меняется. Здесь имя устройства. Адрес пускай будет 100. Порядок байтов можно выбрать два варианта. Старшим регистром вперед, либо старшим байтом вперед. Оставим по умолчанию. Это касается типа данных float. Так, нажимаем плюсик. Добавляется переменная var1. Нажимаем еще раз. var2. Адрес у них начинается с 512 до 575. Когда только создавался Modbus, не предусматривали передачу с плавающей запятой по сети. Поэтому, когда сейчас мы выберем с плавающей запятой, адрес регистра 512, 513 будут заняты одной переменной. Поэтому получается так, что 512, 513 туда будет записано значение переменной var1, а следующая переменная начинается с адреса 514. Создали мы 3 переменных. Нажимаем «Закрыть». Первый слот у нас настроен. Оттуда приходят 3 переменные 512, 514, 515. Перетащили на холст и соединили с переменными 512, 514, 515. Записываем на устройство. Теперь окно программы Modbus Poll. Эту мы удаляем, нажимаем «Создать». Добавилось новое устройство. Нажимаем Connect. Здесь выбираем Serial Port, выбираем наш преобразователь. Он соединен в COM1. Скорость сети 115-200, 8 бит. Четность нет. Стоп-бит 1. Тайм-аут 1000 миллисекунд. Интервал между запросами 100 миллисекунд. Режим RTU. Нажимаем ОК. Timeout Error, потому что ID стоит единица. Необходимо указать ID устройства. Мы помним, ID было 100. Функция третья Holding Registers. Адрес от 0 до 10 по умолчанию стоит. У нас было 512, 513, 14, 15. И здесь линии нажимаем Fit to Quantity. Окей. Все. Ошибок нет. Запросы идут. Communication Traffic. Теперь можем здесь задавать значения, которые будут приходить к PR. Нажимаем режим онлайн. Здесь ничего не показывается, чтобы мы это видели. Делаем тут энергонезависимой. Окей. Теперь их можем мы посмотреть по умолчанию. Передаются нули. В 512 отправляем, например, значение 12. Пришло 1,7 минус 44. Почему? Потому что мы отправляем целочисленные типы данных. Для того, чтобы поменять, нажимаем формат. Float. Вот теперь правильно. Допустим, передадим значение 2.154. Как мы видим, здесь и на PR значения одинаковые. Так, теперь 514. Передаем значение 650. И 515 пускай будет единица. Теперь попробуем обратно передать из PR в Modbus Poll.
Для этого мы записали значения по умолчанию в переменных. Как видим, значения в переменных успешно передаются. Если попробуем поменять, то она моментально меняется на другом устройстве. А что если мы хотим, чтобы у нас была PR мастером, а устройство слейвом? Что для этого нужно? Для этого заходим в интерфейсы. Вот у нас, как мы знаем, два интерфейса PR. Тут меняем на режим мастера. Протокол RTU. Скорость 115-200. Четности нет. Число бит 1. Биты данных 8. Интервал между запросами 10. Оставим как есть. Окей. Тут добавить устройство. По умолчанию адрес добавился 16. Пускай будет это первый адрес. Период опроса 100 миллисекунд. Тайм-аут ответа 1000 миллисекунд. Количество попыток 3. Для типа данных float старшим байтом вперед. Здесь сразу добавим переменную. Адрес регистра будет 0. Здесь уже будет первый регистр. Первый тип данных – булевская. Второй тип данных – целочисленные. Третий тип данных – с плавающей запятой. Третья переменная будет уже плавающей запятой. Здесь понятно, что третья будет занята, поэтому выбираем, нажимаем четвертый регистр. Здесь тоже тип данных целочисленные. Итак, функция чтения третья, функция записи шестая. Запись по изменению количества регистров 1. Все. Устройство добавили, сохранили и нажимаем «Закрыть». Слева у нас он появился. Давайте поменяем имя устройства. Пускай будет не устройство, а какой-нибудь датчик. Вот теперь он называется датчик. Программа Modbus Poll в качестве slave не подойдет. Поэтому для этого есть программка Modbus Slave называется. Добавим устройство. Нажимаем Connect. То же самое 115, 208. Нет, 1. RTU. Окей. И ID устройства, как мы помним, было первое устройство. Теперь, как мы помним, нам нужны регистры от 0 до 4. Чтобы были все типы данных одинаковые, но давайте поставим тут целочисленные. Если мы хотим управлять выходом, давайте тут поставим преобразование, и эта переменная будет управлять выходом. С одной стороны, это неразумно, потому что эта переменная 8 битов получается 4,4. Можно было каждому биту присвоить и прочитать 8 выходов. Таким образом, с одного регистра мы могли управлять первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой выход. Но для простоты эксперимента давайте одной переменной будем управлять одним выходом. Ну что ж, режим онлайн, нулевая переменная, пускай будет единица. Как видно, выход у нас активировался. Если будет тройка, выход останется включенным, пока тут не будет нуля. Второй. Поставим автоинкремент, чтобы он автоматически накапливался. Третий. Здесь опять необходимо поменять формат данных. У нас был float, и его необходимо указать в правильном формате. Третий регистр у нас занято, и четвертый регистр тоже поставим на автоматические накопления. Давайте попробуем обратно передавать на slave значения. Сейчас мы получаем данные отсюда сюда. А давайте попробуем передать отсюда туда. Теперь внутренние переменные записываются в сетевые переменные. То есть в режиме мастера легко можно передавать значения на slave. Как вы видите, и в режиме master, и в режиме slave можно передавать значения переменных от slave к мастеру, либо от мастера к slave. И неважно, у вас в каком режиме находится устройство. Режим мастера, либо в режиме slave. Это не имеет значения. В режиме мастера можно получать и передавать данные на множество устройств, а в режиме slave передавать и получать данные только с одного устройства. Ну что ж, поздравляю, вы освоили основы Modbus RTU. А это видео было частью вводного курса программированию PLK на языке FBD. А если у вас есть желание пройти полный курс и получить сертификат, который можете прикрепить к своему резюме, переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Поставьте лайк, если видеоролик был полезный, и подпишитесь на канал.